чтобы Украина приехала и уехала, оставшись довольной? Они стараются сегодня придать, более красивую оберточку, реальных телодвижений в этом направлении не стоит вам ожидать. Просто Швеция и Финляндия – это родственники ближайшие, это члены семьи, а вы даже не дальние родственники. У Байдена сегодня успехов нет. Любое изменение такое, связанное с Белым домом, будет показывать кризис. В политике нет таких терминов. Бесконечная дружба. Разделяй власть. И видите, внутри сколько там засланных казачков. Все зарабатывают на теме Украины, все зарабатывают на теме Ближнего Востока. То есть все в той или иной мере сегодня как-то завязаны на той же России. Вы знаете, политика, она же не такая, что вот ты должен быть на одной стороне. Но даже Китай, когда позволяет себе что-то такое, что не нравится Кремлю, вы что-нибудь антикитайское, такое жесткое, вы никогда не услышите, потому что это Китай. Здравствуйте, господин Инус, рада приветствовать вас уже. Теперь, видите, мы на вашей территории впервые за многое время встречаемся. Вітаю вас, дякую за запрошение. Слава Украине! Героям нашим слава! Ну вот, собственно говоря, если мы начнем наше интервью с ситуации, которая сейчас происходит в Вашингтоне, то центральной темой дискуссии остается все еще вопрос, пойдет Байден на выборы или нет. Будет он снимать свою кандидатуру, как его призывают даже многие сторонники, или все же настоит на своем решении остаться. И вот саммит НАТО, на который, собственно говоря, я приехала, тоже можно воспринимать в контексте как раз предвыборной кампании Байдена и то, как он себя там проявит как лидер, наверное, самой сильной страны Альянса. С точки зрения Украины, вот мне приходилось слышать, что администрация Байдена сейчас пытается сделать все возможное, чтобы Украина приехала и уехала, оставшись довольной. Если говорить о ваших наблюдениях, то как вам кажется, что в итоге мы получим от этого саммита? Ваш вопрос, он такой многоплановый, поэтому тут связана и личная судьба самого Байдена, да, предвыборная кампания, плюс здесь тема Украины и сам саммит НАТО, поэтому здесь и тут замешано огромное количество интересантов, как внутри Соединенных Штатов Америки, так и сами страны НАТО, которые тоже соберутся сюда, и тут вы замечаете, и тут особняком стоит Украина. Угу. И всех их в той или иной мере интересует собственная судьба, как в личном плане, так и в государственном плане. Тема Украины, также она стоит, в той или иной мере затрагивает их. Поэтому начнем с того Байдена. Что касается участия его или неучастия, этот вопрос сегодня один из самых таких острых в политическом дискурсе здесь, в Соединенных Штатах Америки. И решение о нем вы увидите в ближайшее время. Я так думаю, нужно дождаться съезда республиканской партии, когда будет ясно, кто пойдет вице-президентом у Дональда Трампа. И если это будет Ники Хейли, это будет очень сильный шаг со стороны республиканской партии. И так демократы сегодня находятся вроде нокдауна после того, что произошло после этих дебатов. И вот эта дискуссия, которая скрывалась в течение целого года, она сейчас вышла наружу, ее уже обратно загнать вовнутрь не получается. Об этом говорят уже видные представители Нижней палаты Конгресса, сенаторы выступают на эту тему. Очень много дискуссий в средствах массовой информации и в средствах массовой информации Демократической партии. Поэтому эта тема стоит особняком, ничего еще не решено. Очень много выступило спонсоров Демократической партии, которые также требуют того, что он должен сойти с этой дистанции. Естественно, сегодня четко на эту тему никто не может что-то сказать. Тема Камалы Харрис уже стала актуальной, она тоже стала выходить на повестку дня. А с другой стороны, тема Республиканской партии, вот это в ближайшие несколько недель, она будет. Теперь, что касается самого саммита НАТО. Саммит НАТО, он, как вы видите, один из моментов внешней политики Соединенных Штатов Америки. На внешней политике у Байдена сегодня успехов нету никаких. Ни на российско-украинском направлении, ни на Ближнем Востоке. И поэтому, естественно, да, и вот это в течение 2 лет с лишним реакция на эту войну, агрессию России против Украины, вот такая беззубая в самом начале, это, естественно, не дает никаких-то дивидендов, политических кредитов. И поэтому нужен какой-то успех. И поэтому вы правильно заметили в вашем вопросе, что он постарается здесь на саммите НАТО какой-то дивиденд из этого получить. Получится, не получится, это мы будем в ближайшие дни, это мы заметим. Но я думаю, тенденция к этому есть. Ну вот вернемся еще немножко, вы сказали по поводу Камалы Харрис. С одной стороны, СМИ еще в начале, вот только буквально после дебатов этих провальных для Байдена, писали о том, что у нее очень низкий рейтинг, что она не сможет победить, тем более такого кандидата, как Дональд Трампа. Но, с другой стороны, вы говорите, что сейчас все больше и больше об этом говорят, это обсуждают. Как вы считаете, есть ли у нее реальный шанс победить действительно такого кандидата, как Дональд Трамп? Вы знаете, когда мы говорим о рейтингах, это все пропаганда.
это все пропаганда, и Америка настолько сегодня поляризована в институтах власти, я имею в виду, законодательная, исполнительная, судебная власть, и плюс четвертая власть средства массовой информации. Однозначно, половина республиканская, половина демократическая. Поэтому и опросы общественного мнения, и вот касательно этих рейтингов, они все тенденциозные. Поэтому, естественно, просто тактика, которую выбрали демократы с самого начала каденции Джо Байдена, была на то, что он впереди, она не светится. Она не светится, и поэтому мы ее почти эти 4 года и не слышали, и не видели. И именно поэтому ее рейтинг на том уровне. А как может быть рейтинг у человека выше, ниже, если человек вообще не светится нигде? Понимаете? Потому что ее не давали вперед. Она моложе, она все-таки женщина, она все-таки имеет определенные корни азиатские. И поэтому это все такие моменты, которые могли бы повлиять на усиление ее рейтинга. Америка готова к этому. Другое дело, и над этим не работали. И сейчас за 3-4 месяца до выборов вот так это все сделать, раскрутить, конечно, очень трудно. Если бы это делали год назад, это вполне реально. Но другое дело, год назад это не делали, потому что ставка была на Джо Байдена сделана. Поэтому, исходя из этого, сегодня то, что это говорят, это обычные спекуляции. Но при всех вариантах, если придется менять Джо Байдена, однозначно по Конституции вторая кандидатура — это Камала Харрис. Других вариантов здесь не может быть. И именно потому что кого они будут выдвигать? Тогда, получается, они Камалу Харрис сами не доверяют. Тогда, получается, она пустышка. То есть в этой ситуации однозначно тема Камала Харрис становится, актуализируется с каждым днем. Насколько она станет актуальной, мы увидим буквально в ближайший месяц. И именно в зависимости от того, как пройдет съезд республиканской партии, тогда и будет утверждена повестка дня демократической партии, которая собирается в августе месяце. Ну вот то, что Байдена сейчас критикуют со всех сторон, и свои, и чужие, и оппоненты, как вы считаете, как это влияет на его политику касательно Украины? Однозначно, все то, что происходит, это не добавляет ему ни авторитета, ни рейтинга. Бьет по всем направлениям. И что касается его телодвижения в том или ином направлении, он должен сделать что-то такое, что он не делал, например, до сих пор. И поэтому, естественно, я так думаю, что все, что происходит здесь в Соединенных Штатах Америки, особенно в спекуляциях, тема Украины, вот вспомните вот этот 6-месячный марафон здесь в Конгрессе, и тема Украины, и тема Израиля, насколько они были спекулятивны, и на этом зарабатывает и Украина, на этом зарабатывает и Израиль, как бы это парадоксально ни звучало, потому что если эта тема идет в плюсе, значит, все будут рвать рубашку за Украину, за Израиль. Если эта тема в минусе, тогда будут дистанцироваться. Сегодня эти обе темы, они в плюсе. Израильская тема даже намного сильнее этой тематики. Но украинская тема также продолжает оставаться в политическом дискурсе на соответствующем уровне. Поэтому я не сомневаюсь, что и саммит НАТО пройдет посильнее даже, чем саммит в Вильнюсе, касательно темы Украины, потому что сегодня они должны создать какой-то механизм, как говорится, для того, чтобы нейтрализовать дурака. Как вот иногда бывает ситуация в жизни, для того, чтобы не становиться заложником, да, какой-то ситуации. Ну, придет Дональд Трамп или еще кто-нибудь другой. Поэтому механизм НАТО, механизм вот этого политического института, он должен так работать, чтобы смена власти в Белом доме на это не подействовала. И именно вот динамика с лета прошлого года, то, что Европа пришла в движение, да, это наглядное тому подтверждение. Поэтому не так страшен черт, как его молют, если смотреть с точки зрения Украины. Я не вижу особого страха, если останется здесь Байден, и не вижу особого страха, если придет Дональд Трамп. Если мы говорим об ожиданиях от этого саммита, тут есть несколько моментов, на которых стоит остановиться. Первый – это политический. Мы, с одной стороны, и не ждем уже прямого приглашения Украины в НАТО, но, конечно, это очень важный для нас вопрос. И Байден в интервью журналистам ранее заявлял о том, что где-то месяц назад или чуть больше, о том, что он, в принципе, никогда не был сторонником вступления Украины в НАТО. Но после этого на полях G7 он подписал с Зеленским двухстороннее соглашение о безопасности, где сказано, что этот документ – это своего рода мост вступления Украины в НАТО. То как вы думаете, какая реальная политика Байдена, и если он останется на следующий термин, увидим ли мы вступление Украины, возможно ли вступление Украины в НАТО при администрации Байдена? Это не то, что реальная политика Байдена, это реальная политика Соединенных Штатов Америки. Здесь двупартийное отношение именно к тому, что не торопиться с этим процессом. Я хочу, чтобы мы здесь не персонифицировали, а именно это такая, потому что до этого мы видели и наличие республиканцев в администрации, мы видели наличие демократов в администрации. И тема
Украины, так же, как тема той же Грузии, уже с 2008 года она стоит на повестке дня. Да? И, можно сказать, если честно, она даже не двинулась ни на йоту. Если не эта война, если не агрессия России против Украины 2008 года, если не агрессия после 2014 года против вас, однозначно на эту тему вообще и не говорили. А вот эта полномасштабная агрессия 2 года назад, она немножко сдвинула, и поэтому они стараются сегодня придать более красивую обертку придумать на всю эту тематику. Но реальных телодвижений в этом направлении не стоит вам ожидать. Самое хорошее, что можно вам ожидать, то есть дайте хотя бы столько оружия, чтобы мы могли бы сами защищаться до того момента, когда придет вот этот час X, когда уже тема нашего приема будет стоять так же, как тема Швеции и Финляндии. Просто Швеция и Финляндия – это родственники ближайшие, это члены семьи, а вы даже не дальние родственники, вы понимаете? Поэтому это надо понимать. И ждать сегодня, что здесь будут какие-то такие конкретные заявления о том, что вас примут, не самообманывайтесь. Другое дело, хороший результат – это тот, ежели здесь будут приняты какие-то такие судьбоносные решения, чтобы Европа сама автономно, не очень-то сильно зависело бы в военно-техническом плане, в финансовом плане от зонтика Соединенных Штатов Америки. В принципе, к этому спровоцировал тот же Дональд Трамп. Давайте будем откровенны. Если вот этой палки, этой дубинки не было бы над Европой, что я не буду вас защищать, если вы не будете сами финансировать это дело. А тут к этому добавил бензин еще агрессия России против вас. И заметьте, как они пришли в движение. И деньги нашлись, и военно-промышленный комплекс заработал. Поэтому с этой стороны вы просто выигрываете. Ежели здесь просто это решение будет принято, о том, чтобы дать вам оружие столько, сколько надо, тогда это будет соответствовать вот той бумаге, которую подписывает Украина и с Соединенными Штатами Америки, и с другими странами. Эти бумаги, это не то, что они за вас пишутся, что они пойдут за вас воевать, и они дадут туда солдат. Но в них достаточно открытым текстом прописано, что они готовы вас финансировать и деньгами, и оружием. И если здесь это будет как-то закреплено еще сильно, это я буду считать, что это успех для Украины. Ну и сейчас мы понимаем, что для Байдена важно не повторить ситуацию, которая была в прошлом году. Вы сказали, что, с одной стороны, нам, наверное, надо даже больше ожидать, чем было в Вильнюсе. Но вот в Вильнюсе в прошлом году я также работала на полях саммита, и я вот помню ситуацию, когда украинский президент, украинская власть, они публично требовали политического приглашения в НАТО. И Зеленский даже угрожал, что он не поедет на саммит НАТО, если там не будет такого приглашения для Украины. В итоге это вызвало немало разбежностей среди партнеров и союзников. И сейчас Байдену важно удостовериться, что такого не повторится. И в том числе мы уже в СМИ видели и публикации, что действительно украинская власть не будет настаивать на политическом приглашении, но взамен Украина хочет больше оружия. Вот сейчас активно обсуждаются патриоты. Также, возможно, Соединенные Штаты напрямую уже передадут нам свои F-16. Что вы думаете обо всем этом? Действительно ли мы можем сейчас требовать, не то чтобы требовать, а надеяться получить намного больше? Если вы меня спросите в большой политике, вот мой опыт жизни, как это надо действовать, чем ты агрессивнее, тем больше с тобой считается. Чем ты сильнее, чем ты самостоятельнее, тем больше с тобой считается. Ты должен быть не объектом международной политики, а ты должен показывать свою субъектность. То есть дадите оружие, хорошо, я буду защищаться еще лучше. Не дадите оружие, я и без вашего оружия буду защищаться, но я сдаваться не буду. То, что вы мне говорите, идти на переговоры, то, третье, четвертое, я этого делать не буду. И чем тверже вы будете стоять на этой ситуации, тем тогда больше считаться будут с вами. Вот мой родной Азербайджан в течение 30 лет, он же не шел никакие-то, на них давили. Давайте идти на переговоры, 5 районов, 2 района. Вот то, что в течение 10 лет по Минским соглашениям на вас давят, то, что сегодня вы слышите регулярно. Поэтому, если вы будете твердо стоять на этом, и агрессивная политика вашего правительства, вашего президента в Вильнюсе, она дала свои результаты. И я думаю, надо продолжать именно эту политику. Другое дело, если закулисно они договорились о том, что публично таких наездов, чтобы не было, это тоже нормально. В большой политике это всегда допускается. Единственное, что, если закулисно они договорились. Ты не наезжай, а мы здесь примем те решения, которые тебе нужны. Я имею в виду конкретно поставки оружия. Потому что для Украины сегодня номер один – это не членство в НАТО. Потому что членство в НАТО вам в ближайшее время не стоит ожидать. Не надо самообманываться. Сегодня я так думаю, что я уверен, просто номер один – это поставки оружия. И не просто оружия, а того самого необходимого, летального, дальнобойного, противовоздушной обороны. Всего того, что поможет вам не только хорошо обороняться, но и идти в атаку. И ежели на эту тему
будут конкретные решения, конкретные договоренности, я опять же говорю, это будет успехом этого саммита НАТО и участия Украины в этом мероприятии. Также сейчас информации об этом немного, но тем не менее обсуждается создание новой какой-то организации, альтернативы Рамштайну, на случай, если к власти в Соединенных Штатах придет Дональд Трамп. Мы понимаем, что тогда очень сильно изменилась бы действительно политика Соединенных Штатов, скорее всего, касательно Украино-российской войны. И вот мы понимаем, что тогда действительно под угрозой может оказаться вот этот формат Рамштайн, который сейчас, в принципе, координирует всю военную помощь Украине. Что вы думаете об этом? Какая тут может быть альтернатива? Я не думаю, что здесь они будут идти по этому пути, потому что любая альтернатива Рамштайну, это получается альтернатива тому же НАТО. Если они собираются здесь на саммите НАТО, юбилейный саммит, если на этом саммите они собираются принимать судьбоносные решения касательно поддержки Украины, и тогда они и очертят вот этот круг, где это все будет происходить в рамках Рамштайна или в рамках какого-то другого института, который они сами создадут, потому что любое изменение такое, связанное с Белым домом, будет показывать кризис во взаимоотношениях, а это всегда нехорошо. Это всегда нехорошо, поэтому далеко не случайно Митт Ромни, который будет новым генеральным секретарем, многие на это не знают. Митт Ромни был тот самым человеком, который в 2018 году помог разрулить во времена Трампа некоторые сложности во взаимоотношениях между НАТО и Соединенными Штатами Америки в бытность Дональда Трампа президентом США. Поэтому если Митт Ромни сегодня будет генеральным секретарем, а он уже будет, этот вопрос уже решен, это говорит о многом. Значит, смотрят на перспективу взаимоотношений этого НАТО на всякий случай, ежели вдруг здесь администрация поменяется. Поэтому я не вижу больших проблем в том плане, что Европа сегодня, она сделает все вот с лета прошлого года, и вот по всем направлениям она идет, как Евросоюз, как НАТО, по всем направлениям идет по линии того, что ежели вдруг политика какая-то здесь в Соединенных Штатах поменяется, то надо сделать так, чтобы это не так сильно бы отразилось бы на самой Европе и на тех целях и задачах и тех рисках, перед которыми сегодня стоит Европа. Поэтому, я думаю, Европа все эти варианты просчитывает точно так же. Друзья, пока призываю вас подписаться на этот YouTube-канал, это очень важно для его продвижения. Вот, как вы уже видите, сегодня я в Вашингтоне и буду здесь как раз освещать саммит НАТО, поэтому все самые важные заявления, все самые важные договоренности, которые здесь будут достигнуты, об этом обязательно буду рассказывать, так что оставайтесь вместе с нами. В любом случае, господин Юнус, что бы здесь ни произошло, мы понимаем, что к этому саммиту прикуто внимание со всего мира, без преувеличения. И этот саммит имеет и символический характер, это юбилейный саммит, 75 лет назад 12 тогда еще стран подписали Вашингтонский договор о коллективной безопасности. С того времени многое изменилось, распался Советский Союз, НАТО расширился, и почему-то члены Альянса решили, что, наверное, угроза исчезла, но тем не менее, вот сейчас Россия уже ведет войну в Европе, и в доктринальных документах НАТО Россия главный враг, а Китай главный вызов. Вот искала русский аналог этого украинского слова. Так вот, хочу вас спросить о том, действительно сможет ли на этом саммите союзники показать, что НАТО остается вот самым сильным военным союзом на планете? А у них других вариантов нет. Потому что вот то, что произошло сейчас в ШОС происходит, вы видели, как идет переформатирование всего мира. Все готовятся к этому в том или ином виде. И, конечно, пока ни ШОС, ни БРИКС, ни какие-то другие институты не идут в сравнение ни с НАТО, ни с Евросоюзом, да, институционально в том числе. Но если мы хотим видеть тенденции, тогда мы понимаем, что сегодня альтернатива тому же НАТО, я имею в виду военно-политическому блоку того же Запада, я не вижу ни с этой стороны, ни внутри самих. А так, ежели изнутри они будут что-то новое создавать, это, наоборот, ударит по имиджу. Они, наоборот, будут идти по пути усиления. В принципе, то, что вы видели, вот одним из успехов, например, того, что можно приписать нынешней администрации, это то, что они сумели консолидировать НАТО. Ну, плюс к этому еще добавилась сама агрессия, этот страх, который пришел в ту же Европу, и они понимают, что сегодня у них других вариантов нету, как держаться все вместе. И поэтому я не думаю, что что-то поменяется. Просто вызовы, которые стоят перед ними, может быть, они в самом начале недооценивались ими. Плюс, когда был двуполярный мир, был
Тогда было все ясно. Тут Советский Союз, тут Соединенные Штаты Америки. И Советский Союз создал свои институты, Варшавский договор, Совет экономической помощи. Здесь был общий рынок и НАТО. И тогда этот двуполярный мир худо-бедно работал. Были какие-то правила, они не перешли. Все, один раз старались нарушить эти правила. Это был Карибский кризис. Но его также разрулили. Сейчас этих правил нету, понимаете? Сейчас нет вот какого-то нового мира. И поэтому не работает ни Организация Объединенных Наций, ни какие-то международные институты не работают. Не работают отдельно взятые такие же институты, они также реагировать не могут. Поэтому изнутри вот Россия, тот же Китай, в первую очередь Россия, которая с Европой за эти 20 лет мощно работала, разделяя власть. И видите, внутри сколько там засланных казачков оказалось, которые влияют и на Евросоюз, и на НАТО, и на вот эту информационную политику. И мы видим вот в последнее время выборы в Европарламент, выборы в той или иной стране. Они наглядные тому подтверждение. Да? Поэтому, естественно, они для того, чтобы понять, насколько уровень этой болезни вот, вошел туда, то есть вот эти метастазы, которые за эти 30 лет нерешенности зашли туда, может быть, нужна была такая какая-то полномасштабная война, потому что в 2008 году до них не дошло, в августе, в Грузии. 2014 год до них тоже не дошло. Они загоняли эту проблему вовнутрь. А теперь метастазы этой проблемы, нерешенности, того, что можно было решить после 91 года, они вышли воочию. И теперь хочется им или не хочется, им приходится решать. Им надо решать. И те, которые не вовлечены в этот процесс, они тоже занимаются этим, будь то в рамках БРИКС, будь то в рамках ШОС. Есть огромное количество стран, которые не хотят участвовать в этом противостоянии, особенно между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Есть страны, которые работают и с Соединенными Штатами Америки, и Китаем, в том числе та же Бразилия, та же Турция. Турция член НАТО, Бразилия член БРИКС, Бразилия в прекрасных отношениях с Америкой. И поэтому, когда мы это видим, это не такое жесткое противостояние, как во времена Советского Союза и США. Это предтеча многополярного мира, потому что я не думаю, что будет двуполярный мир. Но опять же, факт остается фактом. Здесь все вокруг США по-прежнему крутятся, но сейчас пошли тенденции, что и другие начали укрепляться, я имею в виду в первую очередь Евросоюз. И здесь, там стали все крутиться вокруг Китая, ну и там, посмотрите, достаточно амбициозные страны, которые собираются там, многие из них ядерные державы, та же Индия, тот же Пакистан, они воюют друг с другом, не любят друг друга, но они оба пришли и участвуют в ШОСе, потому что их объединяет некоторое непонимание и несогласие со многими моментами того же Евросоюза, того же НАТО. Поэтому вот идет это переформатирование. Это не проблема одного дня, одного года, потому что нерешенность такая многолетняя, десятилетиями, что-то должно было взорвать этот нарыв. Вот ваша война, вот эта последняя, она взорвала наконец-таки этот нарыв, и волей-неволей все будут этим заниматься. Они вначале даже не хотели этим заниматься, пока вы не уперлись рогом, пока вы не сдались. И именно благодаря этому, то, что вы не сдались, и им приходится сегодня решать даже из страха. И поэтому, решая из страха, а вы наоборот подгоняете этот страх, усиливаете. Чем больше вы будете это делать, а это как? Стоять и не сдаваться. Да. Вот в моем понимании именно так. Потому что если вы слабину даете, кто первый моргнет? Если вы первыми моргнете, моментально 1000 стран найдется, и на Западе в том числе, которые сразу будут вас сдавать. Это закон. Смотрите, тот же, все, что делают сегодня на Западе, те, которые в течение 2 лет говорят о переговорах, вот эти Минские соглашения, они в ключевых странах, и в Германии есть, и во Франции есть, и в Италии есть. Везде они есть. Они никуда не исчезли. Просто сегодня это как-то не актуально, и это все зиждется на вас, на вашей выдержке, да, то есть насколько вы будете стоять. Поэтому если вы будете стоять твердо, тогда и они будут вас защищать. У нас на Востоке есть такая поговорка: защищают только тех, кто может сам себя защищать. Если вы сдадитесь, тогда и они скажут: а если они сдаются, а что нам защищать? Так что это правило большой политики. Ну да, действительно, друзья, вот чем крепче мы стоим, в том числе в первую очередь, даже я бы сказала, на поле боя, тем тогда мы можем уже больше диктовать, наверное, даже какие-то условия. А для того, чтобы мы очень крепко стояли на поле боя, я, как всегда, призываю вас поддерживать нашу армию. Друзья, в этом видео будет сбор на дроны для 57-й бригады. Это та бригада, которая отбивала российский наступ в мае месяце на севере Харьковщины нашей. И вот сейчас для того, чтобы развивать те успехи, которые некоторые локальные уже есть там у наших бойцов, очень нужны дроны. Дроны очень сильно помогают, поэтому я призываю вас любой комфортной суммой присоединиться к этому сбору. Есть ссылка на Монобанку, есть прямые реквизиты карты, PayPal, для кого удобнее, даже оставлю кошелек крипто. Может, у нас есть и такие среди наших зрителей, которым будет удобнее задонатить и поддержать нашу армию таким способом. Ну, действительно, мы сейчас видим, как все очень меняется в нашем мире. Вот даже те страны, которые раньше были более, наверное, Америка-ориентированы, они сейчас тоже перестраиваются, в том числе и Венгрия. Вот Орбан недавно слетал и в Украину, и в Россию. Он говорил о своих каких-то услугах
посредника в переговорах между Украиной и Россией. Но вот там он сказал интересную вещь, что он, конечно, не имеет возможности там продвигать какие-то мирные планы, он действует в интересах более глобальных стран. Тут имея в виду, конечно же, Китай и также Соединенные Штаты. И мы понимаем, что в Соединенных Штатах Орбан, он, конечно же, сторонник Трампа и, скорее всего, рассчитывает, что Трамп победит на следующих выборах. Как вы думаете, может ли это вот эта поездка Орбана, может ли быть это какая-то такая зарисовка уже к будущим каким-то переговорам после выборов в Соединенных Штатах? Нет, я опять же не сторонник того, чтобы мы вот деятельность какого-то отдельно взятого политика, кто бы он ни был, понимаете, в экспертизе мы должны оставить симпатии-антипатии. Я замечаю очень много в информационном поле Украины, и не только Украины, да, там, когда вот говорят, например, про эту войну, всегда исходит из того, вот, нравится нам этот политик или не нравится, как он относится к нашей стране. Это неправильная экспертиза, это как врач, он приходит, пациент, может, ему не нравится, но он должен правильно поставить диагноз. И после этого, а уже другой, что он думает об этом пациенте. Точно так же, как и здесь касательно того же Орбана. Да, вы правы, Орбан сторонник Дональда Трампа. Но Орбан в первую очередь свой сторонник. И он премьер-министр именно своей страны. И он исходит из интересов как самого себя, он долгожитель в политике, вы видите, как он держит власть в стране. И он работает именно везде, где что возможно, он возьмет для того, чтобы и усиливать политический кредит и свой авторитет. И поэтому сегодня он получил на 6 месяцев очередной раз, это же второй раз, он до этого был 10 лет тому назад, кажется, был уже один раз в этой должности. Это так она меняется квота. И вот за эти 6 месяцев он хочет наработать, так сказать, побольше мяса, так сказать, политического для себя. И где его наработать? Все зарабатывают на теме Украины, все зарабатывают на теме Ближнего Востока. И именно поэтому, в зависимости от той географии, где ты работаешь, а он работает именно на географии ближе к вам, и он, естественно, хочет заработать мясо. А у него должность сегодня, 6 месяцев он на этой должности будет, значит, он может представлять тот же Евросоюз, как он понимает, так, как он это и делает. Ну, видите, как сразу наезд пошел со стороны Евросоюза, то есть он представляет сам, а ему это начхать для этого. Он же премьер-министр Венгрии, он может как премьер-министр Венгрии приехать в Киев, поговорить с Зеленским публично. Он публично сказал, Зеленский сказал нет. Поехал в Москву, опять же, карточка такая же, картинка такая, что мы сегодня все говорим на эту тему. О чем они там говорили? У меня нет сомнений о том, что это совершенно нереальные встречи. То есть они не имеют никакого прикладного значения. Это просто он увиделся с ним, услышал его, пошел, ему сказал. Они друг друга ненавидят. Президент России, президент Украины. Они воюют. Естественно, человек, который видится с одним другом, может передать какие-то такие нюансы. И все, ни больше, ни меньше. А от того, что завтра придет здесь Дональд Трамп, да, может быть, увеличится значимость того же Орбана. Но я не думаю, что что-то, кто-то где-то может решить вне Украины. Потому что это однозначно видно. Это однозначно, потому что и Зеленский, и его команда, и вообще в целом украинское общество поставило на карту сегодня все. Потому что иначе зачем было воевать 2,5 года? Если вы воевали, и вы сегодня в более лучшей ситуации, нежели было в самом начале войны, когда все готовились к блицкрику, что Киев, Сумская, Черниговская область, а сегодня же этого нету. Сегодня вы же понимаете, что ежели у вас побольше оружия, побольше возможностей, и у вас будет побольше успехов. Другое дело, вам надо в этом убедить ваших союзников. А с другой стороны, Россия, у которых нет достаточного количества ресурсов, они понимают, что в долгую Россия это не вытянет. У России нет для этого ни денег, ни ресурсов. И это Иран и Северная Корея, это не тот уровень, который им поможет. А Китай не будет вовлекаться. Потому что вовлечение Китая напрямую – это прямая конфронтация с Западом, с Евросоюзом, с США. А она с ними торгует на 1,5 триллиона. Китаю это надо. Поэтому в информационном поле мы будем много слышать этого. А в реальной политике это все будет ровно настолько спекулятивно, пока вы стоите на ногах. Как только вы моргнете, вот тогда это станет уже реальным. Вот тогда начнут уже это претворять в жизнь. А пока вы не даете для этого никакого повода. Тема переговоров в первую очередь зависит от Киева, а не от Вашингтона, не от Пекина. Ну вот интересно, еще Эрдоган, также вот интересная страна НАТО, Турция, да, с одной стороны она совмещает в себе и какую-то политику Запада, но в то же время и какие-то ценности, мировоззрения Азии. И вот тут хочу вас спросить, Эрдоган же тоже накануне, как раз на саммите ШОС, когда он встречался с лидером Китая, он заявил, что есть риск сейчас, по сути, разрастания войны в Третью мировую, но потом, когда он уже общался с журналистами, он еще сказал, он так намекнул
намекнул, что это как будто бы вина Запада, потому что говорит, что как раз вот западные страны, они сейчас придерживаются таких подходов, которые этому, собственно говоря, сприяют. Вот. Поэтому хочу вас спросить, а какую цель сейчас преследует Эрдоган? И почему, когда он предложил свои услуги посредника в Кремле, там резко отказались? Но дело в том, что Турция, так же как все страны, думает о своих интересах. Она, с одной стороны, как вы правильно заметили, член западного сообщества, член НАТО, один из самых ведущих членов НАТО. И, с другой стороны, Турция в довольно прагматичных отношениях со всеми другими. То есть она, с ней считаются и в России, с ней считаются и в Китае, с ней считаются и в Вашингтоне, и в Евросоюзе. И поэтому далеко не случайно с самого начала этой войны Турция была выбрана в качестве посредника в гуманитарных сферах. И, если вы помните, это была просьба Москвы, Киева, Вашингтона и Организации Объединенных Наций. И он добился достаточно большого успеха в этой сфере. Но другое дело, на повестке дня сегодня эта тема немножко не актуальна. То есть отошла гуманитарная тема, я имею в виду тема зернового контракта. Но, опять же, тема пленных и все остальное, они так продолжаются. Но актуальность этой темы, о которой мы говорим, о переговорах, она сегодня не актуальна. И то, что сегодня весовая категория Турции, это не весовая категории Китая или Соединенных Штатов Америки. В словах президента Турции читайте именно это, и в словах президента России то же самое читайте, потому что раз тема переговоров выйдет на повестку дня, и когда она станет актуальна однозначно, это должны решать главные страны на планете. Одна должна стоять позади Украины, другая должна стоять позади России. Ну, то есть те, которым они могут доверить и делегировать, да, в этом плане. Позади Украины это США, позади России может быть только Китай, потому что Россия может слушаться не Турцию, она может слушаться страну, которая сильнее нее, понимаете? А сильнее России сегодня это однозначно Китай. Как в материально-техническом плане, как в военном плане, финансовом, экономическом, и так, по всем направлениям. Да? Поэтому и в геополитическом тоже. Поэтому далеко не случайно ШОС, который изначально был ближе к той же России, сегодня ШОС крутится уже вокруг того же Китая. И оппозиция Турции, она откровенная. Турция, будучи членом западного сообщества, она защищает свои интересы, потому что посмотрите на географию, где Турция находится. Турция находится между Европой и Азией. Турция находится в мусульманском мире. Мусульманский мир не так однороден. Там есть и шииты, там есть Иран, который не любит тоже Турцию. Поэтому сунниты, шииты, много таких проблем, которые реально сегодня существуют. И находиться вот в этой географии и, знаете, однозначно занимать какую-то сторону, это неправильно. Но опять же, посмотрите, в каких вопросах позиции Турции. Если мы говорим про Украину, Турция с 2014 года на вашей стороне. То есть Турция первая страна, которая вам поставила оружие раньше, чем кто бы то ни было в НАТО, включая Соединенные Штаты Америки. Турция с первого дня рядом с Крымской платформой, рядом с вами находится. И уровень взаимоотношений Турции и Украины, ну, это есть открытая информация, есть и закрытая информация. И для этого достаточно посмотреть личные отношения президента Зеленского и президента Эрдогана. Поэтому, но при всем при этом, Турция, заметьте, довольно нормальных отношениях с той же Россией, хотя в последнее время они немножко охладели, особенно после выборов в Турции, когда президент России даже отказался, визит отложили, потому что позиция Турции на западном направлении усилилась, как вы видите, отношения у Турции с Евросоюзом, отношения у Турции с Соединенными Штатами тоже улучшились, и Турция открыла зеленый свет и для Швеции, и для Финляндии, то есть в НАТО. Поэтому, знаете, политика, она же не такая, что вот ты должен быть на одной стороне. Я однозначно, уже сегодня могу точно сказать, одновекторная внешняя политика любой страны, особенно в зависимости от той географии, где находится. Однозначно, если ты находишься в центре Европы, да, понятно, ты должен быть членом Евросоюза, НАТО, и ты должен заниматься этой политикой. Но если ты находишься в такой географии, когда вокруг разношерстные страны, например, да, типа как Турция, типа как Азербайджан, Грузия, Армения, ты не можешь сделать ставку на одну страну, потому что, сделав ставку на одну страну, а она не вовлечется туда, ты станешь заложником той ситуации. Вот Грузия, одновекторная политика Саакашвили. Саакашвили в тюрьме. Грузия, видите, в какой ситуации? Потому что она не доверяет Москве, она боится Москвы, и она не доверяет Европе, она не вписалась за них. Поэтому, когда мы хотим понимать ту или иную политику той или иной страны, и такой большой региональной державы, как Турция, мы должны всегда смотреть на географию, где это все находится. И через призму этой географии тогда мы можем правильно оценивать. А отношения Турции и Украины, я думаю, Турция одна из немногих стран в Европе, которые лучше всех относятся к той же Украине. Поэтому это надо смотреть на цифры, а не на ту информацию, которую нам иногда приходится говорить. Потому что военно-промышленный комплекс сегодня Украины очень сильно завязан с Турцией, потому что у них развивается взаимодействие. По очень многим моментам. Потому что вы не забывайте Крым.
Вы не называете крымских татар, не забывайте эту тематику. Поэтому Турция в этой тематике однозначно на вашей стороне. Потому что международное право на вашей стороне. И это, может быть, эта тематика может быть одна из основ, базовая во взаимоотношениях вас с Турцией. Поэтому используйте ее тоже по полной программе. А что происходит в отношениях между Путиным и Эрдоганом? И повторюсь, почему вот в Кремле отказались сейчас на предложение Турции снова быть посредником, потому что уже не единоразово Турция или выполняла такую роль, или пыталась ее выполнять? Весовая категория Турции не дает этой возможности. Ну, чтобы вот Россия, например, да, не то, что она так отказалась или в грубой форме, она прекрасно понимает, что у Турции нет рычагов влияния на Россию, те, которые есть, например, у США и у Китая. Но США не может быть партнером России в этой тематике. Значит, партнером России должен быть кто-то, кого Россия сегодня выберет. Если в России в самом начале этой войны, будучи уверенным в своем блицкриге, согласилась на роль Турции в гуманитарных тематиках, тогда она понимала, она выступала с позиции силы. А теперь она не может выступать с позиции силы от того, что они говорят такие те же требования, что было 2,5 года назад, да, то есть вот эти территории и все остальное. То есть требования те же, но ситуация-то другая, диаметрально другая. И поэтому в этой ситуации им нужен сильный союзник в переговорном процессе. А этот сильный союзник не Турция, это сильный союзник в первую очередь Китай. Друзья, чтобы вы понимали, на улице сейчас в Вашингтоне 37 градусов. Поэтому от этой жуткой жары мы спрятались вот в помещениях Сената, в сенатских помещениях здания Конгресса. И здесь предлагаю продолжить как раз темой, что происходило на полях саммита ШОС в контексте как раз взаимоотношений, в том числе и между Россией и Китаем. Здешние СМИ, анализируя этот саммит, писали о том, что сейчас возрастает конкуренция между Москвой и Пекином, как раз на фоне того, что Москва теряет свои позиции в Центральной Азии из-за войны, которая длится уже очень долгое время, из-за того, что она увязла в этой войне и все больше зависит от Китая, а Китай в это время пытается очень быстро нарастить свое влияние, по сути, как бы на заднем дворе России, да, вот как это раньше считалось. И вот даже Wall Street Journal пишет о том, что вышел из заголовком от безграничной дружбы к вражде. Как вы считаете, действительно, что сейчас происходит в этих отношениях? Можно ли это назвать, собственно говоря, враждой или конкуренцией? И как это может вообще повлиять на дальнейшую поддержку Москвы Пекином? В политике нет таких терминов, бесконечная дружба, понимаете? Поэтому даже во времена Советского Союза и Китая, во времена там Сталина, Мао Цзэдуна, такого не было. Поэтому всегда были интересы. И если в определенный момент интересы Китая и Советского Союза, они были очень близкие, но потом, вы же помните, они воевать стали за остров Даманский. Да, и как раз-таки эти две крупные географии, Соединенные Штаты Америки, всегда использовали как фактор сдерживания. Китай использовали против Советского Союза, а потом, после развала Советского Союза, Россию использовали против того же Китая. В 70-е годы это обернулось тем, что в Совете безопасности поменяли местами Тайвань вместе с Китаем. Американцы это сделали, и после этого вот это китайское чудо появилось на свет. Теперь американцы хотят сдерживать это китайское чудо, которое они сами же создали, этого монстра. Ну, потому что, когда рассчитываешь на одно, а получается немножко по-другому, политическая ситуация меняется. Вот, и так это все просчитать очень сложно. Да? Стратегически, как будто бы они все сделали правильно, победили в холодной войне, а что дальше? А дальше, вот видите, это последние 30 с лишним лет неправильной, так сказать, политики, нерешенность многих проблем привело вот к той ситуации турбулентной, которая сегодня есть на планете. И когда я сказал, это взорвалось, вот этот весь нарыв, к этому тихо-тихо все шли. И Кремль шел к этому, и Китай шел к этому. Весь мир готовился в той или иной мере, особенно, я имею в виду, крупные такие державы. И ежели Россия в самом начале, она имела определенную тактику, тактика Соединенных Штатов, например, не вмешиваться в дела Европы, она делегировала, США делегировала все вопросы этой географии во взаимоотношениях с Россией немцам, французам, итальянцам. И немцы, французы, итальянцы пошли на сделку с Кремлем. И 20 лет они делали, как вы видите, огромные деньги. 14-й пакет санкций, а миллиарды еще тикают. Да. И, естественно, это использовалось как фактор сдерживания против того же Китая со стороны тех же американцев. Но когда ситуация вот кардинально поменялась,
И когда вот полномасштабная эта агрессия началась, вспомните вот эти трое премьеров, которые канцлер и президент Франции и премьер Италии приезжали в Москву, и они говорили, что ты делаешь, ты стреляешь себе в ногу, наш бизнес ломаешь. А он сказал, что американцы проглотят и это, как бы это было в 2008-2014 году. Но это вы не проглотили. То есть и вы заставили и американцев, и всех остальных менять повестку дня. И когда это стало происходить, вы заметите, позиция Китая какая была? Китай целый год сидел, как вот удав на дереве, и смотрел, наблюдал за всем этим. И ослабление США, ослабление России Китаю выгодно. И по мере их ослабления значимость Китая увеличил. Вспомните, как Китай через год объявляет о своем мирном плане, и все стали заговорили об этом. И тихо-тихо, посмотрите, как Китай медленно, но верно сделал так, что и Россия, и всех структур, в которых Россия была инициатором, будь то БРИКС, будь то ШОС, они сегодня крутятся вокруг сегодня Китая. И к ним подтягиваются те другие страны, которые в той или иной мере не хотят быть завязанными на одной векторной внешней политике, будь то Евросоюз, НАТО, или будь то БРИКС и тот же СОС. Турция из этой же категории, например, Бразилия из этой же категории. То есть те крупные такие игроки. Да? А Шанхайская организация сотрудничества, там, заметьте, там всего несколько государств, и сегодня их количество до 10 дошло. Она, конечно, не БРИКС. БРИКС, посмотрите, где Бразилия, где Китай, это не Евросоюз. И разница между БРИКСом и разница между ШОСом, в отличие от Евросоюза и НАТО, то, что Евросоюз и НАТО, они уже институционально уже прошли, и это уже существует. Худо, бедно, плохо, хорошо, это уже другой вопрос, но они существуют. Плюс их объединяют ценности. В массе своей это христианские страны, да? За малым исключением, они все христианские страны, поэтому многие говорят, это христианский клуб, поэтому Турцию в Евросоюз не принимают. В НАТО приняли, а в Евросоюз не принимают. И у них общие ценности, общая география, и им удалось ее наладить как институт. И получается, это как Соединенные Штаты Европы. Соединенные Штаты Америки – это Соединенные Штаты Европы. Тем более американцы после Второй мировой войны к этому и шли. А здесь же этого еще процесса нету. Но сам тенденция этого процесса, мы можем говорить, как будто бы есть, но это, опять же, их ценности не объединяют. Ну, где Пакистан и Индия? Они ненавидят друг друга, они воюют. Как они могут объединиться в отношениях? Но другое дело, это ШОС, это деньги, это логистика, это экономика. Просто в этой ситуации волей-неволей то, что творится в мире, говорит о том, что политика тоже будет присутствовать здесь. Но и они там собираются не для того, чтобы воевать против Америки, вот как хотят это преподнести. Нет, потому что все те, кто там есть, они и торгуют с той же Америкой, с той же Европой, во главе с тем же Китаем. Просто Россия сегодня оказалась вот в определенной ситуации. Вот эта парадигма немножко поменялась. Запад закрывается для этой России. И когда Запад закрывается, значит, Запад делает так, что Россия диверсифицирует всю свою экономику в сторону Востока, в сторону Китая. А Китай один путь и один пояс, вот это их программа, более $1 триллиона. И тут возникает большая необходимость вот в этом срединном коридоре. И этот срединный коридор кого соединяет? Китай с одной стороны и завершается Евросоюзом. И поэтому здесь все то, что мы видим, например, в ШОС происходит, это же не говорит о том, что вот это товары Китая, они пойдут и дальше куда они пойдут? Они же должны выйти на Европу. А как они выйдут на Европу, если граница с Россией закрывается? Значит, они будут идти в срединный коридор. Это Казахстан, это Узбекистан, поэтому они в ШОС представлены. Это Азербайджан, поэтому Азербайджан поехал туда. Это Турция, поэтому Турция там находится. Понимаете? Просто надо смотреть на географию. Когда мы говорим геополитика, гео – это география. Поэтому многие не интересуются географией. И вот так нравится, не нравится, мы говорим вот это симпатия, антипатия. Тот же Лукашенко, который пришел туда, он же не просто так пришел. Лукашенко 30 лет сидит у власти. Нравится он нам, не нравится, он долгожитель. Он до этого с этим же Западом заигрывал. Когда был Ельцин и тот же Запад. Потом он с этим же Кремлем и бодался в определенных моментах. Но сегодня он полностью уже завязан на этом же Кремле. А раз ты завязан на этом Кремле, с этой стороны Россия, а с другой стороны Казахстан, Узбекистан, и Китай, естественно, очень тесно работает с ними. Вы думаете, просто так Си Цзиньпин встречается и с Лукашенко? Си Цзиньпин подписал стратегическое партнерство с моим родным Азербайджаном. Это вторая страна на Южном Кавказе после Грузии. А почему? И вот представьте себе, стратегическое партнерство у Азербайджана с Китаем и стратегическое партнерство в прошлом году летом подписано было с Евросоюзом во главе с Урсулой фон дер Ляйен. То есть Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз здесь, Китай здесь. Зачем Азербайджан, маленький Азербайджан подписывает? Потому что это главный центр. Все будет идти через Азербайджан. Значит, и Китай будет защищать эти инвестиции, и эту логистику, и Евросоюз будет защищать. Вот это и есть многовекторная внешняя политика, вы понимаете? И при всем при этом у Азербайджана прекрасные отношения с Украиной на постсоветском пространстве.
пространстве мы номер один по гуманитарной помощи для Украины. Плюс мы в Крымской платформе, ваша суверенитет, территориальная целостность. То есть полностью вас поддерживаем, но это не наша война, это не наша весовая категория. И с другой стороны, у нас прагматичные отношения с Россией, мы сумели их нейтрализовать. У нас прагматичные отношения с Ираном, сумели их нейтрализовать. Они нас не любят. Они 200 лет дербанили мою страну. Да. Но опять же, мы сумели их как-то нейтрализовать. Поэтому врагов не надо искать. Враги и так найдутся. Надо искать друзей. И вот присутствие некоторых стран на ШОС, это именно, я имею в виду конкретно моего родного Азербайджана, из этой категории. Что касается, когда это изначально вокруг России крутились, сейчас они крутятся вокруг того же Китая. Но говорить о том, что это будет альтернативой Америки, это будет альтернативой Евросоюза, это глупости по той простой причине. Надо смотреть в предметную плоскость, надо смотреть на деньги, которые крутятся между тем же Китаем и тем же Евросоюзом. В конце концов, вся эта логистика для чего делается? Это чтобы уходило куда-то, чтобы где-то продавалось. Китай будет идти на конфронтацию с Евросоюзом, а потом им же будет торговать, значит, Китай не заинтересован в этом. Я хотел бы, чтобы мы понимали, что такое ШУС и для чего там собираются. У каждой страны свои интересы. Тот же Китай совершенно по-другому подходит к этому. Не так, как подходит та же Россия. Россия просто информационно это старается преподнести как клуб антизападный. Вот все там собрались, и собрались все те, кто поддерживает Россию. Но, дорогие мои, посмотрите на сухом остатке за эти 2,5 года этой войны. Кто из них реально поддерживал ту же Россию? Торговали экономически, так и Евросоюз с ними торгует на сегодняшний день. И Евросоюз даже больше торгует, чем многие страны, все те, которые присутствуют в этом же ШОС. Мы видим, как Китай поддерживает Россию, и вот исследования показывают, насколько сильно растет товарооборот как раз товарами двойного назначения, которые Россия использует для развития своей армии и продолжения, по сути, агрессии против Украины. Я вам сразу возражу на этот аргумент, который вы говорите. За эти 2,5 года товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 100 миллиардов. Было 140, сейчас 240 миллиардов. Товарооборот между Евросоюзом и Россией более триллиона было до полномасштабной этого. Сейчас посмотрите, на каком уровне. Миллиардами также. Вот пригласите экономического специалиста, и не только в области ядерных технологий, там урана, уран же по сегодняшнему поставляется, и много чего другого. И вы что думаете, 14-й пакет, когда говорят 15-й пакет, 16-й пакет, это значит все то, что еще по-прежнему капает. Поэтому, когда вы это сравните, вы увидите, что это не так, как нам стараются преподнести. Европа, Запад, Турция, Армения, Азербайджан, Средняя Азия, Центральная, то есть все в той или иной мере сегодня как-то завязаны на той же России. И это было до этого. И то, что говорят сегодня, это не делается для того, чтобы кому-то что-то помочь. Каждый исходит из интересов своих. Если сегодня Европа торгует, например, с той же Россией, почему они вот с ураном не закрывают? Та же Франция, 56 у них ядерных реакторов. То есть они исходят из своих интересов. Говорит о том, что они тем самым помогают России против Украины, так они это и до этого делали. То есть, если подходить таким, а почему другое дело, они сегодня это не делают? Вот этот вопрос другой. Потому что они исходят из своих интересов, а не из интересов Украины. И Китай исходит из этих интересов. Поэтому мы эти клише пропагандистские давайте оставим. Просто будем смотреть, что ШОС – это деньги. А не только ШОС деньги. И все остальное деньги. И Евросоюз также деньги. А когда Евросоюз выделяет пакеты вам, или какая-то страна тормозит, тот же Орбан тормозил, дали ему 10 миллиардов, вышел попить чай. За 10 миллиардов попил чай. Вы понимаете? Очень хороший чай, да, за 10 миллиардов. Так что это все деньги. И вообще сегодня все то, что происходит на планете, в первую очередь, это проблема денег. Поэтому, да, можно во главу угла ставить эти идеологические клише, которые говорит, например, президент России, да, связанные с Украиной. Но это идеологические клише. Но сегодня идет борьба за логистику, за географию. И эти возможности той же России дал тот же Запад. И прав, я согласен полностью с президентом Турции, когда он говорит, это вина Запада. А кто создал этого монстра за последние 20 лет? Кто помог России сегодня вот нарастить эти мускулы? Тот же Запад, который в течение 20 лет делал с ним деньги. О борьбе Китая и России хочу спросить, если видите ли вы под этим почву, действительно вот можно посмотреть исследование, что за последний год Китай нарастил инвестиции в страны Центральной Азии на 89 миллиардов, и тем самым он потеснил Россию по сути, главного торгового партнера, с места главного торгового партнера этого региона. То как вы действительно считаете, есть ли здесь место конкуренции или вражде?
Нет, слово вражды оставьте в стороне, конкуренция, да, есть. И, например, Казахстан – наглядный тому пример. Ежели Казахстан имеет, посмотрите, какую большую границу с Россией. В Казахстане почти половина населения русскоязычная. И Казахстан очень тесно был связан и с Советским Союзом, и с той же Россией. И сегодняшний Казахстан – это совершенно другой Казахстан. И вспомните события в Казахстане более года тому назад, и такого еще никогда не было, чтобы российские войска пришли, и через 10 дней звонком из Пекина они ушли. Значит, Пекин имеет настолько влияние в этой стране в том числе. А то, что вот сейчас ШОС было, всем, когда говорят о том, что Си Цзиньпин приехал туда на ШОС. Си Цзиньпин, в первую очередь, приехал туда с государственным визитом в Астану. Ну, это был государственный визит, поэтому вы заметьте, как его встречали. Не так, как всех остальных. Это был государственный визит, это протокол. Но Казахстан сегодня номер один для Китая в Центральной Азии. Казахстан ключевая страна. Ключевая страна, и не только Казахстан, и Узбекистан в том числе. И поэтому с этими странами сегодня возможности Китая тихо-тихо вытесняют возможности России. А по-другому и невозможно. По мере того, что Россия ослабляется, свято место пусто не бывает. Значит, кто-то другой будет идти. А в этой географии, кроме Китая, другой страны нет. Поэтому это вполне естественно. Но это не приведет к вражде. Это просто конкуренция. Это просто конкуренция, и с этим придется считаться. И Россия с этим, вы же видите, она считается. Россия может наезжать очень сильно на кого хочешь, но даже Китай, когда позволяет себе что-то такое, что не нравится Кремлю, вы в средствах массовой информации Кремля или в комментариях там Пескова, вы что-нибудь антикитайское, такое жесткое, вы никогда не услышите, потому что это Китай. Угу. Спасибо вам большое, господин Юнус, за ваше время, за ваш анализ сегодня, и спасибо, что поддерживаете мою страну. Дякую. Слава Украине. Героям нашим слава. Друзья, и вас также призываю, пожалуйста, поддерживать нашу страну и нашу армию в первую очередь, потому что только от них зависит, по сути, что будет завтра. Как я и уже говорила, сбор под этим видео в описании, пожалуйста, присоединяйтесь. Спасибо.